From early childhood, believers are taught С раннего детства верующих учат, that the Lord God said that man is made in God's image. что Господь Бог сказал, человек создан по его подобию. Now, every one of us knows Каждый из нас знает, that God is not physical. что Бог не есть нечто физическое. So, how in the world can we be made in an image that is not physical? Как же мы можем быть созданы по образу Его, если Он не физический? And the way that we are made in God's image И то, как мы созданы по Его образу, is that we share in His divine reality through our free will. это то, что мы являемся причастниками Его божественной реальности по своей воле. And after the coming of Christ, И после пришествия Христова we know that we are also called to be in His likeness. мы также знаем, что мы призваны быть и подобными Ему. That means not just the free will that God has granted us, И это значит не только свободную волю, которую Господь нам даровал, the free will that enables us and calls us to share in God, но та свободная воля, которая делает возможным и призывает нам к участию в Боге. but through spiritual works, Не только через это, но и через духовные труды, through ascetical practices, через аскетические практики, through love, через любовь. we become also in the likeness of God. Посредством всего этого мы также становимся, приобретаем это подобие Богу. So the fundamental way that man shares in anything with another human or another being of any kind Так что фундаментальный, основополагающий способ или путь, как мы можем нечто общее иметь вообще что-либо с другим человеком или с Богом, it is through relationship. это посредством взаимоотношений. And relationship prospers and is made possible through community. А взаимоотношения делаются возможным и возрастают изобильно в братстве, в общине. You don't learn how to love by yourself. Невозможно научиться любви самостоятельно, будучи сам по себе. You must learn from another, Ты должен научиться от кого-то. and that other must be God И этот кто-то другой должен быть Бог and your neighbor. и твой ближний. And we learn to love our neighbor through community. И мы учимся любить нашего ближнего в братстве, в общине. In our modern society, В нашем современном обществе man is a disaster in relationship. человек представляет собой полный крах во взаимоотношениях. The vast majority of our relationships fail. Подавляющее большинство наших взаимоотношений терпит неудачу. Most of us have extraordinary difficulty with loving, Большинству из нас невероятно трудно любить. and there are reasons for that. И этому есть причины. Love is always about the other. It is about giving. Смысл любви всегда в другом, в том, чтобы давать. Love is not about getting and taking, it is about giving and sharing. Смысл любви не в том, чтобы брать и получать, а в том, чтобы давать и делиться. We don't like to share, Нам не нравится делиться. not unless we are certain of what we're getting in return. Не нравится, если у нас нет уверенности, что мы получим взамен. Or unless we have high hopes for what we want to be returned. Или если у нас есть большие упования, надежды на то, чтобы что-то получить взамен. But when someone is always taking, Но если кто-то все время берет, someone never considers anyone else, кто-то ни о ком больше не думает, кроме самого себя, someone who is always first, кто всегда на первом месте, it's very difficult for us to love them. такого человека очень трудно любить.
because we see little or no return for us. потому что для самих себя мы никакой выгоды от него не получаем. But loving is never about us. It's always about the other. Но смысл любви никогда не в самих нас, а в другом. Listen to this saying from a man who is, or who professes to be, an atheist. Послушайте, что говорит человек, который или есть атеист, или, по крайней мере, так себя заявляет, Who is a high financier, который занимает высокое финансовое положение, who owns many corporations, который владелец многих корпораций, and they don't say what his personal worth is, but they say it's in excess of $30 billion. и не говорят, сколько же составляет его капитал, но предполагают, что больше 30 миллиардов долларов. Which means he has enormous stress and insanity in his life, Что значит, что у него, что безумие и стресс в его жизни невероятны. but he has no material needs. Но материальных нужд у него нет. And here's what he says about us as human beings. И вот что этот человек говорит о нас, о людях. Of course, he begins with money, Конечно, он начинает разговор с денег, like most of us do. как начинает и большинство из нас. When man is financially invested, Когда человек сделал финансовое вложение, he always expects a return. он всегда ожидает отдачи. When you're in business, Когда вы в бизнесе, you don't go in business just to do business, you go in business to make money. вы в бизнесе не ради самого бизнеса, а чтобы деньги зарабатывать. If you spend $5 million to open a store, Если вы потратили 5 миллионов, чтобы открыть магазин, you expect people to come and spend their money there. вы ожидаете того, что люди будут приходить и там деньги тратить. You don't stock a store with $5 million worth of merchandise and walk away from it. Вы не наберете товару в этот магазин на 5 миллионов и просто уйдете куда-нибудь. You expect and you want a return. Вы и ожидаете, и желаете того, что вам будет прибыль. If you happen to be a person who is seeking out another person for what they can give you, Если вы человек, который ищет другого человека, чтобы он вам что-то дал, then you expect a return. тогда вы тоже ищете какую-то выгоду. For a young woman who decides to get dressed up and look very physically attractive, Для молодой женщины, которая решает принарядиться и выглядеть очень привлекательной физически, she does that because she expects a return. она делает это, потому что она ждет от этого какого-то результата. If a young man gets all cleaned up and all beefed up and he goes out to meet some young lady and he brings her flowers and takes her to dinner, he expects a return. Если молодой человек наряжается, приводит себя в порядок, покупает цветы и кого-то приглашает на ужин, он, значит, тоже ожидает какого-то для себя результата. We all know that. И мы все это знаем. If you go to university Если вы поступаете в институт, and it's not free through the government, but you have to pay enormous amounts of money, и за него государство не платит, а за него нужно платить огромные деньги, you don't expect to go there, pay your money and get nothing. You expect a return. вы не ожидаете просто посещать институт и ничего от него не получить. Вы ожидаете результата и чтобы что-то получить. I think we all understand that. Я думаю, мы все это понимаем. Now this gentleman, an atheist, a financier, a businessman, Вот сейчас этот господин, атеист, финансовый представитель и бизнесмен, he says, but when man is emotionally involved, not financially, but emotionally involved, он говорит о том, что когда человек эмоционально сделал вложение, эмоционально связан, не финансово, а эмоционально, he wants to contribute
and to give. Он хочет делать вклад и давать. He's not looking for returns, he's looking for what he can do. Он не ищет выгоды и результата. Он сам ищет, что он может сделать. This is a person who says he doesn't believe in God. Вот человек, который говорит, я в Бога не верю. This is a man who came from a broken marriage. Человек этот, у которого брак развалился. This is a man who had gone to prison. И этот человек был в тюрьме. And he understands something so fundamental to man, and yet we who believe don't get it at all. И он понимает нечто столь важное для человека, а мы, верующие, этого не понимаем. So are our relationships not just monetarily involved, but are they involved on the level of earthly desires? Наши взаимоотношения, они имеют только денежный смысл, или они также существуют в плане земных желаний? We go to the library. Мы идем в библиотеку, You look for a book. ищете книгу. And what do you look for? И чего же вы ищете? Something that is going to cause a change in your life, is going to be creative, is going to bring you closer to God. Что-то, что произведет в вашей жизни перемену, позволит вам возможность творческого подхода и приведет вас ближе к Богу. Or is it going to be something that is going to reward you, entertain you, amuse you? Или это нечто, что вас будет развлекать, приносить некое удовольствие и неким образом вознаграждать? We know Мы знаем through the teachings of the Holy Scriptures посредством Священного Писания and through the counsels of the fathers и по словам святых отцов, that love, то любовь, relationship, взаимоотношения, generosity, щедрость, none of that is possible ничто из этого невозможно. at any significant level В значительной мере это никогда невозможно without humility. без смирения. So what is humility Так что же and такое why does it смирение? work? Что же такое смирение и как оно происходит? Humility Смирение is silence. – это молчание. Silence within Молчание внутри and silence externally. и молчание внешнее. Now what does that mean? Что же это значит? If you want to be humble Если, in order to know how to love, чтобы научиться любить, нужно быть смиренным. you have to put yourself on hold Нужно себя поставить в режим паузы and be totally attentive and listening to the other. и быть полностью внимательным и слушающим другого. If you want to be able to love God and know God, Если вы хотите знать и любить Бога, you have to be humble. нужно быть смиренным. But in order to be humble, Но чтобы быть смиренным, you come before God in silence. вы перед Богом предстаете в безмолвии. You come to find out what He wants, not to tell Him what you want. Приходите, приступаете к Богу, чтобы узнать, что же хочет Он, а не чтобы сообщить Ему, что вы сами хотите. You come to God to give Him your life, to give Him your love, not to tell Him what you want Him to give you. Приступайте к Богу, чтобы отдать Ему свою жизнь, свою любовь, а не для того, чтобы сказать Ему, что вы от Него хотите. It's not that we don't ask God for all of our needs, we do. И тут дело не в том, чтобы нам не спрашивать Бога о всем нам нужном. Мы спрашиваем об этом. But we have to understand that we already have everything we need Но нам нужно понять, что у нас уже есть все, что нам нужно. because we have God's love. Потому что у нас есть Божья любовь. And God's love is life. А любовь Божия – это жизнь.
It is important that we understand this. Нам важно это понимать. Otherwise, Иначе we will spend our life мы проведем нашу жизнь constantly chattering, в постоянном болтании, constantly telling everybody everything and listening to nothing. постоянно рассказывая людям обо всем, что можем, и не слушая ничего. My father used to have several sayings he used to always give to us without any solicitation on our part. He would just voluntarily lay them on us. Мой отец, у него было несколько фраз, которые он без того, чтобы мы об этом просили, просто нам преподавал. We'd be young people mindlessly talking about what we didn't know and thought we did know. Мы молодыми ребятами рассуждали о том, о чем мы были без понятия, но думали, что у нас есть понятие. And he'd turn to us and say, И он нам оборачивался к нам и говорил: before you put your mouth in motion, перед тем, как твой рот начинает работать, put your brain in gear. поставь мозги в рабочее положение. How often do we Как just часто mindlessly talk? мы просто бездумно говорим. Silence Безмолвие is the primary means for the attainment of humility and love. – это главное средство достижения смирения и любви. Because by silence, Потому что смирением we are able to hear, мы сможем слышать, we are able to care for others, мы можем проявлять другим заботу, and we are able to be saved. и мы сможем спастись. That doesn't mean we have nothing going on, silence. Это не значит, что в безмолвии ничего не происходит. Silence is not death. Безмолвие – это не есть смерть. Silence is life. Безмолвие – это жизнь. So if you are in a state of where you use silence as a punishment to others, Так что если вы в том состоянии, когда вы используете молчание как средство наказания других, I have nothing to say, not because you have nothing to say, but you don't want to help the person. I have nothing to say. мне нечего сказать. Не потому, что вам нечего сказать действительно, а потому, что вы человеку не хотите помочь. Or you want to close people out, or you want to make people suffer by saying, I have nothing to say. Или вы просто хотите людей изолировать, или причинить им страдания тем, что вы говорите, мне сказать нечего. Silence, true silence, Безмолвие, истинное безмолвие. is fullness, not emptiness. Это полнота, а не пустота. If you go into a room Если вы входите в помещение, and it is filled to the ceiling with material, и каким-то материалом она заполнена до потолка, and you drop a pin on the floor, you don't hear a sound. и вы булавку роняете на пол, вы ни звука не услышите. Why? Почему? Because the room is already full. Потому что комната уже чем-то полна. Empty that room completely Э, of everything. Уберите полностью из этой комнаты все. Drop the pin Уроните булавку, and you hear it. и вы услышите это. So silence is not emptiness, silence is fullness. Так что безмолвие – это не пустота, а полнота. Another one of my fathers. И еще одна фраза моего отца. A loud mouth Громкий рот, bespeaks a vacant mind. громкий рот открывает то, что ум пустой. The man who must always have distraction and noise Человек, которому всегда нужны развлечения и шум, is the man who's empty, это пустой человек, who has no peace within. у которого мира нету. His interior is empty. It's not filled with God, it is empty. Его внутреннее содержание пусто, оно не наполнено Богом. Where love is, Где есть любовь, there is Christ. там и Христос. Where humility exists, Где есть смирение, you have the grace of God. есть и благодать Божия. And God's grace
takes up permanent residence within your soul. И благодать Божия водворяется навсегда в вашей жизни, And в вашей душе. where God reigns and where God exists, И где Бог царствует, и где Он есть, then earth becomes paradise. там земля становится раем. So if you're in turmoil, Так что если вы в смятении, if you're tormented all the time, everything bothers you, everyone bothers you, если вы постоянно в мучениях, все вам мешают, и вы другим мешаете. if from your very first moment of being awake in the morning, Если с самого раннего момента вашего дня, когда вы просыпаетесь, till the end of day, до конца дня, you're in your head thinking about yourself, вы просто думаете, размышляете постоянно о себе, not anyone else, ни о ком другом, unless the other is giving you something. если только другой вам чего-то не даст. Our soul Наша душа is empty. пуста. That's why we are always irritated, angry, jealous. Вот почему мы всегда раздражены, гневаемся, испытываем зависть. So take time today. Так что сегодня уделите время, Take time this week и на этой неделе уделите время, to take serious account of yourself. чтобы серьезно себя проверить. Not what you want, Не того, что вы хотите, not what makes you comfortable, не того, что приносит вам удобство not what pleases you, и удовольствие, but what makes you open to relationship. но поразмыслите о том, что вас открывает взаимоотношения, What teaches you to love, что вас учит любви, what helps you serve God and your brother. что вам помогает служить брату и ближнему.